Итак, сегодня 22 февраля, и мы начинаем наш эксперимент. У нас есть одна машина, 2 человека, 4 камеры. Для того, чтобы преодолеть маршрут за 48 часов, посмотреть 12 замков. Суть в том, что эти замки были построены одним польским королем примерно 700 лет назад. Это так называемый путь орлиных гнезд, потому что эти замки, они расположены на таких возвышенностях, очень похоже на такое типа гнездышко. Цель исследования — понять, возможно ли за 48 часов посмотреть все 12 замков. Замок, первый наш замок. Типа хоть как-то обойти вокруг мы можем тут по парку? Ну что-то он не похож на тот замок, который обходится вокруг. Мне кажется, его специально так строили, чтобы вокруг его хрен обойдешь. Пу-пу-пу. Название происходит от известняковой скалы. Замок выстроен в XIV веке в качестве оборонного замка. Ну, раз пройти внутрь сегодня не можем, можно подглянуть, что там. Стена. Вот такие ворота, как будто ты в XIV веке на лошадях сюда въезжаешь, перед тобой открываются ворота, и ты там та-та-да-да, та-да-да-да-да-да, и типа там славься, славься, Казимир. У нас следующий замок какой? Рапштен. Рапштен? Или Рапштен. А сколько до него? 20 минут, 20 километров. На самом деле прям здорово так, именно вот это перетекание камня в стены башни, как будто оно все одно целое. Во-первых, в нем прям древность такая сразу, и как будто это прям правда такое вот это орлиное гнездо огромного какого-то орла, а символ Польши — это орел. Ну, это органика, понимаете, это вот было сделано так, чтобы это было органично. Замок номер 2. В моем личном рейтинге это 2 из 2. Но нам, короче, надо ускоряться. Мне кажется, мы можем вообще не успеть. Сколько времени сейчас? Офигеть. То есть, когда видишь окоп, то как-то очень легко все это представить, да? Мне прям как-то мурашки. Смотри, фотка, как люди прям спали здесь. Ну, то есть это землянка. Получается, вот эта яма, это прям вырытая землянка. Как они тут спали? Ой, очень прикольно смотрится. Ну это просто небольшая крепость и все, да? Ничего не стали не восстанавливать, не достраивать. Просто стали стены от него. Насколько я помню, что вот этот Казимир Третий Великий, он получил Речь Посполитую, ну, то есть его там отец умер, как я понимаю, и Польша была достаточно такая в тяжелом экономическом состоянии, войны ее там со всех сторон кто-то там драконил, типа вот этот орлиный путь, в том числе, это как некий вот эта часть вот этого большого как бы защитного механизма Польши, какого-то вот такого экономического подъема, то есть это же, блин, деньги нужны было все равно, чтобы... Ёпта, шведы атакуют.
О, ничего себе. Ого! Вот она! Моя Пуляндия! Ничего, как тебе вид? Чувствуешь свое владение? Я бы тоже здесь башню поставил. Короче, та башня красивая, там красивый вид, но просто я как представлю нести там караул, представляешь? И тебе же сидеть нельзя, ты просто стоишь. Дождь, снег, пурга. Да. Я оставлю этому замку 4 руины из 4, потому что он хотя бы сохранился. Да, башня, конечно, вообще бомбическая. Объект забытковый. Что значит забытковый? Забытый, типа? Вообще выход на песню запрещен. В смысле, нельзя туда идти? Забронённый. Здравствуй, дружок. Ты какой хороший, друг. Хороший. Спаленный дворец. Входить в него нельзя, потому что он рассыпается. Что написано? Нельзя входить? Ну, заказ въезда. Очевидно же, что-то должно было хотя бы одно быть такое. О, курва! Ты расстроен, что мы внутрь не попали? Мы решили, что этот замок обязательно нужно внутрь сходить с утра, поэтому мы ищем жилье рядом. Саш, что-то нашел? 300 метров, да? Да. Какой-то гостиный двор. Апартаменты с террасой, двухместный номер с одной кроватью. Очевидно. Без террасы. Добре до нас на туристите. Так. Видно, что был замок, то есть это дом с выходом. Капец. Просто элитку сняли с тобой, Саша. Капец, и вон он замок. Ну это я понимаю вообще. Что, все готово? Почти, да. Заплатите. Чеканная монета, чеканная монета. Dzień dobry. Możemy wyjść? No, będzie otwarte, tylko niech sobie Państwo teraz wejdą, a ja potem otworzę, to Państwo zapłacą. Ага. Смотри, мы как будто бы в пещере на самом деле находимся. Вот тут так камни сохранили, что сам замок, он как бы так, как бы вырос на пещере, да? Скажи, прикольно, что никого нет. И мы как эти, знаешь, когда мама пустила на свою работу, и ты там в театре или где-то за сценой лазишь, у тебя там весь мир твой, это наш замок. Короче, время 11, у нас еще впереди 6 замков по-прежнему. И надо бы где-то купить горяченького. О, курва! Нет. По поводу пандемии коронавируса. Паскудство! Ну, будем считать, что это наш номер 7. С этой эксперимента мы решили проехать вокруг. Вдруг где-то есть проход. Блин, он, конечно, выглядит классно.
Ну, блин, жалко, что нельзя сходить туда. Причем он прям вот реально такой замок, знаешь, типа древний-древний. Внезапно такой выскочил замок просто. Я даже Ну не это знал, тоже как говорить. крутой. Ну да. Скажи, С поводу эпидемии коронавируса замок есть замкнутый. Да капец, музеи же все открыли, все открыли. Вы чё, По ребят? какому принципу одни у вас открыты, а другие закрыты, блин? Может объедем, там что-то Ну будет давай ещё? объедем, смотри. Да, не все красивые. Ну вот в этот я больше всего хотел попасть. В этот, в Да. Боболице? Да, потому что он какой-то прям волшебный. Блин, единственная возможность его снимать это вот так вот из-за забора, из-за деревьев. Но он, конечно, прям офигенско выглядит. Короче, ничего не видно. Ничего не получилось снять? Ну, видно, он просто из-за деревьев. Ну окей, у нас будет больше времени на другие, значит. Да. Ну это, конечно, да, это самый офигенский. Вот в этот я прям мечтал попасть, блин. Правда? Значит, мы туда еще поедем. Ну, значит, придется приехать еще. Вообще, для меня, на самом деле, самая ценность это замков, из-за чего я поехала в этот путь. Я хотела в их стенах, в камнях, понаходить вот эти следы древней живности. Так как все это известняковые скалы, раньше вся эта территория была под водой, и известняк это спрессованная, условно, миллионами лет живность. Правильно я говорю? Ну, донное отложение, то есть Да. то, что падает на дно океана, там То есть- мертвые организмы, они копятся. И я хочу найти такие вещи. Гуля. Ты реально считаешь, что так надо звать А животных? что это за птица? Напишите в комментариях, что это за птица. Очень красиво. Не знаю, мне кажется, руины, в них гораздо больше есть какой-то атмосферы, чем в полностью отреставрированных, отстроенных замках. Там, конечно, тоже интересно, и фантазии легко представить, как все было, но в этом есть какой-то дух, что ли. Вот о чем я говорила. Вот эти, господи, это же след огромнейшей ракушки. Посмотрим, вот, смотрите, она просто огромная. Я такой большой еще не... И вот о чем я говорила. Вот. Сколько лет назад это было? Ну, наверное, это 500 000. Короче, 500 миллионов лет назад. Ну, вот это я не точно. Я не приблизительно знаю. живность Потом тут вот это плавала. И через 500 миллионов лет назад здесь вместо океана, вместо там воды образовалось вот что. В принципе, понимаю, почему можно полюбить геологию. Потому что в жизни, ну, условно, планеты, все там, страны все открыты, а тут ты ходишь, находишь древнее что-то, подтверждение чему-то. То есть это же момент открытия какого-то или находки. Он же прям очень такой вдохновляющий. Да ведь? Для меня это скорее такая возможность, типа, прикоснуться. Ну, типа, время, оно, типа, неумолимо, безостановочно, и все дела там. А тут ты можешь, типа, посмотреть, как бы, как оно зафиксировалось в каком-то моменте, там, блин. Ну, то есть ты, как тупое биосущество, которое ничего не может делать со временем, ну, вот, можешь посмотреть. Можешь что- пальчиком тронуть. Да, можешь пальчиком тронуть, прикоснуться к бесконечности потока бытия. Мы доехали вот где-то вот от Кракова вот сюда. Вот он, замок Ольштен. И... подожди, тут что-то еще. Лен, короче, мне кажется, ты много говоришь, нам пора ехать. У нас осталось 3 часа светового времени, и Хорошо, какой сейчас на обратном пути? съезжу в какой-то у нас должен быть. Хорошо поедет, да? Какой по счету замок? Я уже сбился. А как он называется? Замок. Я забыл.
Молодец. Бдынчин-пум? Я не помню. Бдынчин. А, это, ребят, замок Бдынчин-Пумпам. Ну, кстати, прикольно. Приехал, да, велик поставил, посидел, да. Вокруг прогулялся, какая-то штука с информацией. Там нравится с камышами. Что-то в этом такое, знаешь, такая заброшка. Не, ну прикинь, да, ты такой типа рыцарь в 17-м, там, ой, в 16-м, 15-м, 13-м, 14 Тевтонский веке. какой-нибудь. Да, у тебя там, короче, 1 000 000 килограмм на себе какого-нибудь, я не знаю, как это называть даже. Ну, доспехов. Доспехов, да, каких-то там. Еще награбленные какие-то злотики там. Да, и тебе говорят, чувак, ну ничего не знаю, короче, чтобы к вечеру башня была взята. И ты такой, ну, блин, ну, поехали, чё. Пацаны. Пока не... Да, ход криминал. Короче, блин, у нас светового дня-то осталось вообще чуть-чуть. Сколько нам до следующего ехать? 23 минуты. Вот обычный город, а потом Пемц. Замок. Скажи же, классно, что сам замок встроен в город, и вокруг пространство очень так облагорожено. Да, еще вид на город очень крутой. Мне кажется, Ну, типа, если хочешь вырваться из вот этого депрессника, вот этих многоэтажек, прям идешь сюда, такой думаешь, ну нет, в принципе, блин, тут еще тоже ничего даже. Ну да, это, наверное, первый замок, вокруг которого территория так сделана, что он как бы встроен в город. Не как отдельная экспозиция стоит, а является частью города. И вот люди по вечерам тут гуляют с детьми, с собаками, отдыхают, по парку ходят. Это прикольно. У нас остался последний замок, и нам до него ехать 50 минут, но уже темнеет, поэтому, скорее всего, будем снимать его в темноте, да? Мы точно будем снимать его в темноте. Ну, куда-то нас дорога ведет в лес. Осталось 2 часа до сдачи автомобиля. Короче, сейчас просто по быстроляну смотрим на этот замок. Будем надеяться, что он подсвечен. Саша, у меня есть ощущение, что замок не подсвечен, потому что да, он я как его не вижу. Он же где-то в лесу стоит. Капец, касса. То есть, подожди, в него зайти нельзя? Что будем делать? Понятия не имею. Ну, технически я вижу замок. Как бы я могу поставить сейчас фотку на длинную выдержку, я как бы его сфотаю. И будет таймлапс, как будто мы видим замок. Не, ну мы как бы возле замка. Да. Мы на него посмотрели. Ну да, я его вижу даже обычными глазами еще. Вообще у меня есть фонарик, я могу сходить. Короче, я пытаюсь найти дорогу до замка уже в темноте. Вижу, что вот тут есть какая-то дорога. Но хер пойми, куда она ведет. И как вообще найти сам замок. Ну, я точно знаю, что замок есть, и он вверху. Я его вижу. Но я не могу найти к нему дороги. Короче, я понял, в чем загвоздка. Дело в том, что там нету тоже дороги. Дорога к замку единственная, она перекрыта. И получается, единственный способ его увидеть — это снизу. Вот как раз с той парковки, где мы стоим. Ну, по идее, экспедиция наша, эксперимент наш удался, 12 замков, если мы не сбились со счета. Да, но это мы прям посмотрели. край, потому что, блин, светового дня вообще не хватает весной. Вот уже последний замок, это, блин, таймлапс. Опыт классный. Каждый замок стоило посмотреть, чтобы создать определенную картинку, как выглядели вообще замки в 14 веке, какое-то представление об этом времени себе создать. Это классно. Только это надо делать летом. Вот что я понял. Что летом удобнее. Вообще лето — это хорошо. Ну, я считаю, хороший эксперимент. Хороший. Пока. Ну, короче, вот я могу сказать вывод нашего опыта, хотя у нас еще три замка впереди, что в какой-то момент я чувствую, что я уже устала, и как бы, зачем мне смотреть остальные замки, они все одно да потому, хоть они и разные, допустим,
Но только увидев, продолжая условно идти и смотреть, ты не знаешь, что тебе покажет определенное место, какие чувства он тебя вызовет, потому что картинки ничего не передают. Только своими глазами ты можешь что-то открыть для себя. По сути, несмотря на то, что вся земля открыта, какой смысл, что она прописана или на картинках напечатана? Она всегда должна открываться сама твоими глазами. Только так есть в голове вот это ощущение, что карта перед тобой, она раскрывается и становится, знаешь, как в играх, когда ты ее проходишь, и там кубики, эти квадраты раскрываются. Вот только так. А по-другому